Короче, сейчас в Варшаве 2 часа дня. Я сейчас еду к Диме, чтобы взять у него велик и потом в дальнейшем поехать к партнерам, заключить договор и работать курьером. Зачем платить 150 злотых в неделю, когда можно взять велик у друга? И ну вот у Димы здесь, конечно, район просто по-другому ощущается город. То, где живу я, не особо отличается от Девятовки, дома в целом, постройка и район. А здесь вот так все так классно ухожено. Это частная территория, я так понимаю, какой-то ЖК. Обустроено здесь, конечно, все очень круто. Этот молодой человек сказал зайти к нему. Что мы сейчас и сделаем. Привет. Здорово. Ты во влоге? Жесть. Back to the streets. В общем-то, я доехал пару километров на этом монстре. Ездит он очень плавно, очень круто. Он мне немного маловат, но в целом отлично. Так, ну что, спустя полчаса мне выдали курьерскую сумку, активировали аккаунт. Осталось только подождать, когда Uber примет все эти документы. И в целом там дальше просто нажимаем Go и развозим еду. Я забыл, что еще нужен шлем. Благо у Димы даже есть из чего выбрать. Сейчас поеду к нему, выберу шлем себе по размеру и по цвету. За это время, я надеюсь, мне подтвердят все документы в Uber. И я сделаю пару доставочек уже даже сегодня. Ну, вот такая вот у меня экипировка. Интересно, конечно, я выгляжу. Пока я ждал у Димы, пару минут посидел, мне пришло уведомление, что меня подтвердили в Bolt раньше, чем в Uber. Так как у меня был с собой свой рюкзак, я его положил в эту термосумку. Сейчас брать заказ, я думаю, не очень. Типа, если там будет много и не влезет, но это будет фиаско. Поэтому сейчас нужно будет ехать домой. Пойду в онлайн и, типа, если будет пару заказов, то доставлю. Интересно, кстати, сейчас уже 8 вечера. Сколько все-таки заказов я сделаю? Я надеюсь, хотя бы 2, чтобы получить, может, злотых 30 и отбить недельное партнерство. 1 hour later. В общем, я просидел здесь час и не получил пока ни одного заказа. Итоги сегодняшнего дня работы курьером. Сегодня мне подключили приложение Bolt, Uber Eats еще обрабатывается. Я прождал час, в итоге приехал в центр, прождал здесь еще полчаса и выполнил только один заказ. Заказал сам себе пиццу. Да, вот так вот прошел мой первый день в качестве работы курьером. Не очень-то продуктивно, но зато следующий день был более загруженным. Ну что, сейчас 12 часов утра, поступил заказ в дождь. Я думаю, что нет? Попробуем сделать. Пока я понял, что в дождь, даже вот в этой мастерке доставлять вообще неудобно. Как минимум хочется еще перчатки, чтобы руки не намокали. И было бы круто иметь дождевик. Но в целом я успел, забрал заказ, сейчас буду отдавать его. Только зашел в лифт, мне сразу пришла вторая доставка на 11 минут по времени. Спасибо. Дождь спал, я приехал опять в эту бургерную. Это, понимаете, сейчас уже такой период, когда я в целом более-менее намок. И типа мне что ездить дальше, что ехать домой, как бы и без разницы. Поэтому посмотрим, как будут заказы дальше. А пока я поехал доставлять этот. Конечно, все хотят покушать в дождь. Вчера вечером в пик, в пятницу вечером никого, ни одного заказа. Сейчас дождик. Только вышел из этого здания, сразу третий. Ну ладно, погнали доставлять. Я взял заказ вот в этом здании, а доставлять мне нужно вот в это. Просто через дорогу живет человек. В этом случае человеческая лень идет мне только на пользу, потому что я особо не напрягаясь, получаю денежку. Прошел почти час, там, без 5 минут. За это время я сделал 4 доставки и заработал 20 злотых. Ну, получается, сейчас мне опять только что пришел еще один заказ, еще на 6 злотых. Грубо говоря, 25 злотых час я сделал. Ресторан индийской кухни, что-то новенькое. И первый раз я приехал, а заказ еще не готов. Я наконец-то могу чуть-чуть подождать. Не знаю, это так специально приложение делает или так получилось. Из своего района я приехал в итоге всех доставок в центр. Если сейчас будут доставки здесь, это будет вообще идеально. Как бы, возможно, приложение, конечно, сгоняет курьеров в центр. Ну, там, или в зону, где больше загруженности. И вот, не знаю, это специальное реальное приложение так делает или по счастливой случайности так получилось, но мне это только на руку. Какая-то движуха на фоне. Интересно, возможно, готовится к параду. Больше 3 года не было парадов, сейчас будет очень-очень крупный. Я надеюсь, я успею, будут места и получится классные кадры, тогда выйдет ролик, поэтому подписывайтесь и ждите. А я пока доставляю дальше заказ. Принял первый заказ, очень тяжелый. Там 2 пакета, Агнешка заказала себе просто, я не знаю, месячный запас еды. Меня прям типа рюкзак прижимает к земле. Достала так. Ё-моё. Еще и нет лифта. Кто-кто? А вот Агнешка могла бы и оставить пару пенёнза.
на чай. Вообще, ну это жесть, там такие пакеты. На второй день я заработал не очень много, около 100 злотых, но за 4 часа, я считаю, это просто отличный результат, учитывая опыт предыдущего дня. А на очереди был следующий день. Короче, я так понимаю, это продолжение марша Варшавского восстания, только в вот такой вот велоинтерпретации. У всех белые майки, просто с надписью 79, а в этом году 79 лет после Варшавского восстания, поэтому я связал эти два факта. Мне кажется, так и есть. Поехал мой коллега. В общем-то, вчера я доставлял через приложение Bolt Food, где за 4 часа мне удалось сделать 12 доставок в общей сложности на 92 злотых. Сегодня я решил попробовать подоставлять через приложение Uber Drive. Мне его наконец-таки подключили. Это было очень сложно. Там троекратная проверка того, что ты — это ты, твои документы — это реально твои документы, и они вот существуют на руках, не пофотошоплены, никак ничего не сделано. Я уже сделал 4 доставки, за которые получил 42 злотых, на это ушло у меня 1,5 часа. В целом это намного лучший результат, чем в Bolt Food. Посмотрим, чего я смогу добиться за те же 4 часа. Осталось 2,5, получается. Не будем терять ни минуты, поехали дальше доставлять людям еду. Мне пришел заказ в Макдональдс, который находился в одной из высоток, и я очень долго не мог понять, куда же мне все-таки идти. И вот я решил зайти внутрь одной из них. Это просто вот это холл небоскреба, тут какие-то офисы наверху, и просто вот этот эскалатор ведет вниз на -1 этаж, где находится бедронка, Макдональдс, какая-то тайская еда, магазины техники и проход в метро. Но это... Я вообще, ну типа, кто знал о такой штуке? Я вот лично не знал. Просто Варшава хаб. Небоскреб, пожалуйста. Если кто-то тоже не знал, теперь вы знаете. Сейчас по итогу 2 часов работы я заработал 62 злотых. Мне Uber на самом деле реально нравится больше, потому что у меня не было еще ни одного заказа меньше 9 злотых. За одно и то же расстояние в Bolt я получил бы 6, здесь я получаю 9. Bolt Food, что за фигня? Uber, свяжитесь со мной. Короче, у меня первый раз такая ситуация, когда я только получил первый заказ, приехал к месту, чтобы забрать его, и у меня приходит второй заказ. Я такой, окей, доставил первый, еду доставлять второй, и мне в этот момент приходит третий заказ. Это круто, в Болте такого нет. Типа здесь ты еще не успел доставить все заказы, и у тебя есть уже следующий. Ты не будешь тратить время на то, чтобы сидеть, ждать. Вот это за это респект. И опять же, к слову о русскоязычных в Варшаве, ну это жесть. Я просто прихожу, начинаю разговаривать на польском, типа, готов ли заказ или нет. И просто потом мне говорят, 2 минуты подожди, я говорю, окей. Сижу и слышу, как персонал между собой начинает разговаривать по-русски. Весь персонал. Это уже перестает меня удивлять. Ладно, я поехал доставлять. Просто заказы льются рекой. Заказ за заказом. Я не успеваю заканчивать один, мне сразу приходит второй. Вот сейчас это, наверное, единственный случай спустя, не знаю, час, может, времени, когда нету новых заказов. Вот я этот заканчиваю, и, скорее всего, все. У меня заказали последний заказ, после которого я сказал, типа, все, больше новых заказов я не принимаю. Заказ был в Макдональдсе, в центре. Вот к этому зданию, это отель, Новотель. Я подъезжаю и не могу понять, адрес это вообще не тот, что показывает приложение, непонятно. В итоге мне уже пишет человек, спрашивает, где я, потому что ему приложение показывает, что я в центре, а ехать как бы по правильному адресу, который она потом написала в чате, как бы еще 7 км, это другой конец города. Заказ у меня на руках, она его просто отменила. Что делать? Я его съем просто. Короче, вот так. За сегодня, ну, грубо говоря, 5 часов я заработал 120 злотых. И бесплатный обед с мака. Там, правда, немного, просто чизбургер и кола, но это уже круто. Вот это приятный бонус в конце дня. О, кайф. Еще тепленький. Кажется, что все хорошо. В обоих приложениях нет отбоя от заказов. Оплата достойная, и как подработка это просто отличный вариант, но как бы не так. В этом видео я рассказал все нюансы и выложил свой опыт работы курьером, поэтому переходи, узнавай всю правду, а также не забывай писать лайки и ставить комментарии под этим видео.